Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», который выходит в российский прокат 6 февраля. Многие критики уже окрестили лучшей работой режиссера и лучшей ролью Леонардо Ди Каприо за долгие годы. Сюжет основан на мемуарах Джордана Белфорта о его бурной карьере в брокерской фирме Stratton Oakmont. И хотя Скорсезе и Ди Каприо заинтересованы не столько в подробностях махинаций с ценными бумагами, сколько в демонстрации бесстыдного гедонизма, в ленте достоверно изображено одно из первых публичных разоблачений Белфорта на страницах Forbes. Автор Роула Халаф, ныне редактор международного отдела Financial Times, правда не придумала фразу «Волк с Уолл-стрит», а назвала Белфорта испорченным Робин Гудом, который забирает у богатых и отдает самому себе и своей веселой шайке брокеров. Вот как выглядели описанные события в 1991 году. Когда Джордану Белфорту было 23 года, он ходил от одного дома к другому, продавая мясо и морепродукты на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, и мечтал о том, как бы разбогатеть. Уже через несколько месяцев у него появилась своя сеть грузовых перевозок. Он доставлял по 5000 фунтов говядины и рыбы в неделю. Но Белфорт слишком быстро расширялся, и ему попросту не хватило капитала. В 25 лет он объявил о личном банкротстве. «Я был довольно талантливым», — пожимает плечами красноречивый Белфорт, которому теперь 29 лет. Но прибыль была невелика. Он стал искать более ликвидные товары и нашел акции. Стейки, акции, с точки зрения этого напористого бизнесмена особенной разницы нет. Сегодня Белфорт уже 2 года владеет брокерской фирмой Stratton Oakmont, расположенной в Lake Success, штат Нью-Йорк, и специализирующейся на навязывании сомнительных ценных бумаг легковерным инвесторам. И хотя этот продукт может протухнуть так же, как мясо и рыба, прибыль он, кажется, приносит неплохую. В этом году доход, полученный Stratton от комиссионных, должен достичь $30 миллионов. Фирма гордится тем, что на нее работают почти 150 брокеров. Белфорт, которому принадлежит более 50% Stratton, только за последний год заработал $3 миллиона со своими клиентами. Впрочем, он пока этим богатством не поделился. Год назад, еще до того, как клиенты начали жаловаться, комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, взялась за расследование продаж и трейдинговых операций, проводившихся Stratton. Некоторые бывшие брокеры фирмы получили повестки в суд. Белфорт подтвердил факт расследования. По его словам, Stratton оказывает правоохранительным органам полное содействие. Будущий воротило Уолл-стрит родился в Квинсе в семье бухгалтеров и получил диплом по биологии в Американском университете. После того, как его мясной бизнес развалился, он учился брокерскому делу в нескольких компаниях L.F. Rothschild, D.H. Blair и EFD Robots Securities. Аспирантуру Белфорт проходил уже в Investors Center, фирме со штатом в 850 человек, работавшей с копеечными акциями, ценными бумагами с очень низкой рыночной ценой. Он пришел туда на работу в 1988 году, а через год Investors Center была закрыта по решению регулятора SEC. В 1989 году Белфорт объединил усилия с 23-летним Кеннетом Грином, еще одним выпускником Investors Center, который когда-то время от времени перегонял для Белфорта грузовики с мясом. В начале 1989 года начинающие предприниматели открыли офис в принадлежавшем их приятелю дилерском автоцентре в Квинсе, а потом создали франшизу Stratton Securities, маленькой фирмы, сочетавшей функции брокера и дилера. Через 5 месяцев Белфорт и Грин заработали на комиссионных столько, что смогли выкупить все финансовые операции Stratton примерно за $250 тысяч. Грин, правая рука Белфорта, сегодня владеет 20% Stratton. Для того, чтобы продвигать свои акции клиентам, Белфорт нанял таких же мотивированных молодых продавцов, какими были водители его рефрижераторов. Он научил их проверенной технике холодного обзвона под кодовым именем «Реклама Кодака». Это означало, что прежде всего клиенту предлагали не какой-то никому неизвестный, вытащенный из-под прилавка товар, а первоклассные акции, часто акции Eastman Kodak. Только после того, как инвестор заглатывает приманку в виде голубых фишек, брокеры Белфорта начинают рекламировать ему приносящий быструю прибыль хлам. Бывший брокер из Stratton вспоминает девиз Белфорта: «Хватайте их за глотку и не позволяйте положить трубку». Для брокеров из этой банды сорванцов Джордан быстро стал настоящим идолом. Об одном 28-летнем сотруднике Stratton говорят, что он раньше занимался расстилкой ковров,
зато за первый месяц работы в фирме получил $100 000, а за первый год — $800 000. Половина этих денег осталась у брокера. В среднем подчиненные Белфорта зарабатывают около $85 000 в год. Основатель Stratton, словно не оперившийся вариант великого продавца копеечных акций из Нью-Джерси Роберта Бреннана, говорит, что помогает клиентам инвестировать в будущее Америки. «Для меня важнее всего быть связанным с акциями здоровых в своей основе компаний, приносящих доходы», заверяет он. Прекрасным примером компаний, чьими акциями торгует Stratton, может служить Ventura Entertainment Group. Ventura, находящийся в Северном Голливуде, штат Калифорния, занимается производством контента для телевидения. Юридически компания возникла после того, как товарищество с ограниченной ответственностью выпустило акции на биржу. Белфорд начал навязывать всем бумаги Ventura с первого дня ее существования и в прошлом году гарантировал размещение второго выпуска акций. Как раз во время размещения Ventura объявила об убытке $455 000 при выручке $3 миллиона. Ventura владеет 52-летний Харви Бибиков, которому ранее принадлежала компания Discovery Associates, занимавшаяся розничной продажей электронного оборудования. Под его руководством эта компания, которая сегодня носит имя Leos Industries, также понесла тяжелые убытки. Белфорд не просто собирает комиссионные и гарантирует размещение бумаг. Посмотрите, например, на второй выпуск акций Ventura. В прошлом году Stratton продал 400 000 лотов Ventura, состоявших из одной акции и одного сертификата на покупку ценных бумаг, по $12 за штуку. Акции подскочили до $15, и Белфорд приказал брокерам быстро выкупить у довольных инвесторов сертификаты по $1 за штуку, одновременно продолжая распространять бумаги. Через несколько месяцев Белфорд сбыл большую часть сертификатов инвесторам по $10, получив прибыль в 900%. Нынешняя цена акций Ventura после дробления акций 2 к 1 — 63 цента. Белфорд цинично признает, что операция с бумагами Ventura была хороша, но любая история когда-то заканчивается. Потом пришла очередь Nova Capital, которая теперь называется Visual Equities, инвестиционной компанией, контролировавшейся Алвином Абрамсом, 56-летним президентом фирмы First Philadelphia Corporation, размещавшей копеечные акции. За этим инвестором еще с 1960-х годов тянется шлейф многочисленных запретов и штрафов, накладывавшихся СЭК и Национальной ассоциацией фондовых дилеров. В 1989 году Белфорд приобрел большую партию сертификатов Nova по $1 за штуку. Он использовал большую часть сертификатов по цене от 2,50 до $2,75 и продал их инвесторам по $5. Брокеры Stratton продолжали продвигать эти акции. Цена возросла до $9. По мере того, как акции поднимались в цене, Белфорд использовал оставшиеся сертификаты и продавал бумаги. С тех пор они упали до $3. По одной из оценок, это и подобные ей сделки с сертификатами принесли Stratton за последние 2 года до $10 миллионов за последние месяцы. После того, как распространилась информация о расследовании СЭК, многие акции Stratton, включая Dwi Financial и Roebuck Laboratories, резко упали. Но Белфорд, получивший огромную прибыль на операциях с сертификатами, кажется, совершенно не желает использовать капитал фирмы для поддержки акций. Он похож на испорченного Робин Гуда, который забирает у богатых, а отдает все самому себе и своей веселой шайке брокеров, оправдывая происходящее следующим образом. Мы обращаемся к состоятельным инвесторам. Я не мог бы жить в мире с собой, если бы звонил людям, которые зарабатывают по $50 000 в год, и забирал деньги, которые нужны им на образование их детей. Кажется, к 30 годам Белфорд добился успеха. Он ездит на Феррари Тестороса за $175 000. Брокер говорит, что легко переживает невзгоды и собирается диверсифицировать Stratton, проникнув в другие сферы бизнеса. Недавно, например, он приобрел преимущественное право на покупку 15% Judicate, расположенной в Филадельфии арбитражной фирмы, чьи акции торгуются на бирже. Judicate, которая в 1990 году получила выручку $1,9 миллиона и убыток $814 000, привлекла прошлым летом всеобщее внимание, заключив контракт с Национальной ассоциацией фондовых дилеров, по которому будет заниматься разрешением споров между брокерами и клиентами.
При нынешнем ходе вещей Белфорту понадобится вся возможная помощь для того, чтобы разбираться с длинным списком прогоревших клиентов Стрэттон. Белфорд также инвестировал в недвижимость. Ему принадлежит роскошный дом площадью 930 квадратных метров в Нью-Йорке, который он приобрел за 27 миллионов долларов. Однако реальная стоимость дома на данный момент не может быть определена из-за нестабильности рынка недвижимости в США. Белфорд известен тем, что ведет роскошный образ жизни. По имеющимся данным, он владеет коллекцией дорогих автомобилей стоимостью 4 миллиона долларов, включая Bugatti Chiron стоимостью 3 миллиона долларов, Ferrari Portofino стоимостью 700 тысяч долларов, Lexus S стоимостью 135 тысяч долларов, Jaguar XE стоимостью 125 тысяч долларов и Alfa Romeo Giulia стоимостью 90 тысяч долларов. Денежный запас оценивается более чем в 32 миллиона долларов, а инвестиционный портфель — в 15 миллионов долларов. Продав права на свою историю Голливуду, где сняли ставшим знаменитым фильм «Волк с Уолл-стрит», Белфорд заработал впечатляющие 50 миллионов долларов. А что Волк думает про крипту? Несмотря на то, что поначалу Белфорд называл биткоин, BTC, мошенничеством и занимал отрицательную позицию по отношению к рынку криптовалют, со временем он изменил свое мнение и в данный момент положительно оценивает будущее криптовалют. Известно, что он сам владеет как минимум одним невзаимозаменяемым токеном NFT CryptoPunk решетка 6033, который он купил за 102 S, примерно 180 тысяч долларов США по текущему курсу. Он также собрал более 422 тысяч долларов на благотворительность с помощью аукциона по продаже NFT. Знаменитый брокер отмечает, что то, как биткоин живет вопреки всей критике и кризисам, заставило его изменить свое мнение об этом активе. В настоящее время Белфорд считает, что регулирование криптовалютного пространства будет способствовать росту цены биткоина в долгосрочной перспективе. Только в 1998 году, во время пика незаконной деятельности своей компании, Белфорд заработал ошеломляющие 50 миллионов долларов, вследствие чего его общее состояние на тот момент выросло примерно до 400 миллионов долларов с учетом инфляции в сегодняшних деньгах. Его финансовый успех был недолгим, так как вскоре вскрылась противозаконная природа деятельности его компании, которая основывалась на мошеннических махинациях с ценными бумагами. Он до сих пор должен более 110 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба жертвам его мошеннических действий.